Всем доброй ночи. Сегодня я на свежем воздухе решила снять и подарить вам целый комплекс ритуалов и заговоров. Дело в том, что это даже не секреты ведунов, это тайны ведунов, которые передавались из поколения в поколение и передавались только своим, только близким, только своей семье, своим родным или людям, которым они симпатизировали. Ведьмы, ведуны, чародеи, целители делились своими тайнами для того, чтобы помочь людям жить лучше. Но хочу вам сказать, что редко кто действительно отдавал столько тайн. Ну, по крайней мере, за историю я таких не помню. Но были очень сильные мастера, которые остались в веках. На основе тайн ведунов я создала огромное количество работ и отдала вам. И эти работы помогли вам в разных ситуациях. Сейчас я хочу подарить вам еще один цикл заговоров и ритуалов для жизни в достатке, для богатой жизни. Хочу сказать, что кто-то может получить замечательный результат от обычного, простого, казалось бы, заговора. Кому-то для результата нужны более сложные, более сильные ритуалы. Но их сила зависит не от того, насколько они сложны в исполнении, а от того, насколько они совпадают с энергией человека. Итак, друзья мои, сейчас я хочу вам подарить целую серию таких работ. И хочу еще раз напомнить, что у нас есть дела купеческие, денежный сохран, денежные шепотки и много чего еще, помимо тех ритуалов и заговоров на деньги, которые я вам дарила. Они помогают человеку вести свое дело, убрать с дороги препятствия, открывать денежные дороги, убрать, скажем так, с глаз на деньги и финансы. Потому что мы все зависим от финансов. Чтобы сделать кому-то доброе дело, мы сами должны жить хорошо. Я об этом уже говорила и не считаю нужным повторяться. За много лет, работая в разных архивах, собирая старинные книги, собирая старинные редкие книги, которые уже и не издаются, я на основе этих работ создала свои труды. Почему, скажем так, я пытаюсь разнообразить свои работы. Есть работы, которые мне даны подсознательно, есть, которые приходили через сны, есть работы, которые я, то есть создавала именно, вот мне это приходило, этот текст, я садилась, записывала на разную тематику. А есть работы, которые были созданы на основе старинных обычаев, обрядов разных народов. Это все нужно. У каждого языка есть своя энергия, у каждого народа есть свои традиции, обычаи. У ведунов были свои обычаи, традиции и свои знания, которые помогали улучшить жизнь человека, защитить себя, подняться, богатеть и прочее. Это все нужно. Это все нужно в комплексе, это все нужно, поскольку различные направления, они обладают определенной энергией, и каждому человеку подходит свое. И вот сейчас я хочу вам подарить еще один цикл работ. Итак, первое. Тайное слово. Полнолуние.
нужно совершить определенный обряд. Он несложный, но он очень сильный. Но совершается только в полнолуние в 9 вечера. Нужно посмотреть на небо, то есть вверх, на потолок, если уж вы дома, и 6 раз произнести тайное слово и этот заговор. Слово непонятно о чем и про что, но оно очень древнее, и, видимо, это сила, то есть это некий дух, призыв некого духа, который, собственно говоря, в этом ритуале произносится. Итак, в 9 вечера, полнолуние, смотреть на небо и говорить 6 раз. Приздосмот, услышь меня и дай мне то, что я прошу. Назовите сумму, которая вам нужна в ближайшее время. Но назовите приемлемую сумму, то есть то, что для вас приемлемо, и то, что вы можете получить, возможно. То есть не называя $1 миллион, конечно, но 1 миллион рублей, предположим. Свершилось. Еще раз. Приздосмот, услышь меня и дай мне то, что я прошу. Называйте сумму в деньгах или в долларах. Свершилось. Слово такое приздосмот. Услышь меня и дай мне то, что я прошу. Называйте сумму. Свершилось. После этого нужно помыть полы в доме. И воду выливаете либо за порог, либо в унитаз, если вы в квартире живете. Если в доме, конечно, лучше во двор. И говорите: нищета, маята, безденежье, смойтесь вместе с водой. Заклято. Тоже 6 раз. Смыли, вот помыли полы, да, в конце выжили тряпку. Все, воду выливайте и 6 раз сверху говорите: нищета, маята, безденежье, смойтесь вместе с водой. Заклято. Теперь, перед продажей. Неважно, вы дома продаете или на рынке торгуете, или в магазин идете, там от процента зависит ваша зарплата. Перед тем, как начать торг, нужно 9 раз произнести про себя где-нибудь шепотом. Сидит посреди поля в золотой рубахе. Ой, извиняюсь. Да, все правильно. Сидит посреди поля в золотой рубахе дед-богач. Поле сторожит. Кто через поле пройдет, тому дед золотую монету дает. Я по полю пройду, у деда-богача монету возьму. И удачу в придачу. Ключ, замок, язык. Заклято. Сидит посреди поля в золотой рубахе дед-богач. Поле сторожит. Кто через поле пройдет, тому дед золотую монету дает. Я по полю пройду, у деда-богача монету возьму. И удачу в придачу. Ключ, замок, язык. Заклято. И можете открывать торговлю. У вас все продастся. Буду по одному разу читать разу или по 2, потому что здесь много, и чтобы успеть все вам подарить. Призыв древнего духа, дарующего богатство. Итак, вот перед сном или когда вы просыпаетесь, еще не умылись, но собираетесь на работу, или чтобы весь день у вас были продажи, или то есть такой плодотворный день, денежный. Глядя в окно, 7 раз нужно произносить и закрыть окно. Или перед сном, утром встанете, соберетесь на работу, или утром перед работой. Но перед сном учтите, если вы это начитали, вы больше не должны телевизор смотреть, в телефоне сидеть. Именно перед сном, как собрались спать. 7 раз у открытого окна. Влагнер, сутвагар. Тяни ко мне богатство. Влагнер, сутвагар. Монеты пусть звенят.
купюры хрустят, и мне богато жить велят. Вагнер сутвагар, заклято. Еще раз. Влагнер сутвагар. Тяни ко мне богатство. Влагнер сутвагар. Монеты пусть звенят, купюры хрустят, и мне богато жить велят. Влагнер сутвагар, заклято. Первый раз в конце неправильно сказал. Влагнер сутвагар. Тяни ко мне богатство. Влагнер сутвагар. Монеты пусть звенят, купюры хрустят, и мне богато жить велят. Влагнер сутвагар, заклято. И вы сами увидите результат на весь день. Итак, вечером открывайте окно, отворачивайтесь от окна, то есть становитесь спиной к окну. На правой руке держите серебро, на левой руке золото. И произносите 13 раз. После чего золото и серебро можно положить на свои места. Ну, серебряное там колечко и золотое колечко, например. Или серебряная цепь, золотое кольцо, серебряная цепь. Без разницы. На правой руке должно быть серебро, должен держать в ладони, на левой руке злато. Ну, можете еще переписать как-то таким образом прочитать. С телефона не рекомендую читать, потому что когда вы читаете с телефона, вы отвлекаетесь на экран, на СМС, на все такое. Нужно именно с книги теней или с бумаги, как вам удобно. Итак, читайте. День позади, ночь впереди, а ты, богатая доля, на мой зов приди. На правой руке серебро, на левой руке злато. Жить мне ладно да богато, истинно так. Именно на, не в правой руке и в левой руке, а на правой и на левой руке. Это более старинный тип произношения заговора, и так и читайте. Еще раз. Все это, вот все, что сказано здесь, чем составлено, что написано, это все имеет огромное значение. Серебро, злато, у всех этих материй имеются сакральные, скажем, значения, сакральные мысли и так далее. Поэтому это не просто так. Еще раз. День позади, ночь впереди, а ты, богатая доля, на мой зов приди. На правой руке серебро, на левой руке злато. Жить мне ладно да богато, истинно так. Итак, на мелочь. Начитайте на мелочь и обязательно в этот день мелочь потратьте. Ну, купите, например, мороженое. Вот соберите там несколько сотен рублей мелочью, там, или 100 рублей мелочью, да, и отдайте с большими деньгами и мелочь в том числе. Но, по крайней мере, вся эта мелочь должна быть потрачена. Не оставлена где-либо, а потрачена, из рук в руки отдана. Читайте на мелочь и тратите эту мелочь в течение дня. Деньги. Вы по свету идите, свою родню ко мне зовите. Слова мои деньгами услышаны, да дороги деньгам ко мне указаны. Да будет так, по слову моему, заклинаю. Читать можно 13 раз, 6 раз. Деньги, вы по свету идите, свою родню ко мне зовите. Слова мои деньгами услышаны, да дороги деньгам ко мне указаны. Да будет так, по слову моему, заклинаю. И потратьте в течение дня. Перед началом рабочего дня, перед началом какого-то там заказа или торговли, или, может быть, у вашего мужа, знаете, все время там, то есть работа связана с заказами, перепишите этот заговор, и пускай будет в его машине. Если он не читает упрямый, вы можете читать не для него, а для семьи. Просто читать, и придет, естественно, через него в семью. Но этот заговор можете переписать и положить ему в машину. Он даже может не знать. И пусть он с собой возит. Естественно, лучше, когда вы читаете, оно сильнее происходит и получается, но в любом случае. Итак, по золотому полю пройду, по золотому полю пройду, да золотой мешок найду.
В мешке великое богатство лежит. Отныне богатство мне принадлежит. Денег мне считать, да не сосчитать. Истинно так. По золотому полю пройду, да золотой мешок найду. В мешке великое богатство лежит. Отныне богатство мне принадлежит. Денег мне считать, да не сосчитать. Истинно так. Такой заговор можно читать 5 раз, 10 раз, 20 раз. В принципе, круглая цифра. По золотому полю пройду, да золотой мешок найду. В мешке великое богатство лежит. Отныне богатство мне принадлежит. Денег мне считать, да не сосчитать. Истинно так. Следующее. Если у вас есть огород, если у вас есть дача, вы обрабатываете огород, дачу, если у вас частный дом, это подойдет особенно этим людям. Хотя могут читать и другие люди, которые живут в квартирах, но особенно сильнее сработает у людей, у которых хозяйство свое, у которых огород свой и так далее. Все будет процветать и просто радовать глаз. Читается 6 раз, но нужно либо взять в ладонь землю, в левую ладонь и читать, либо ладонь свою зарыть в земле. Вот так каким-то образом, как зарыться в земле и, держа землю на ладони, читать. После этого землю нужно оставлять там, где взяли. Начитайте этот заговор 6 раз. На земле матушки богатый град стоит. Посреди града стоит палата. Доверху златом набита. В той палате я живу, вся в мехах да в шелках, в алмазах и жемчугах, заклята. Казалось бы, очень простой такой, простой заговор, бесхитростный, но он очень сильный. И он связан именно со стихией земли. Земля, кто у нас? Кормилица. На земле матушки богатый град стоит. Посреди града стоит палата. Доверху златом набита. В той палате я живу, вся в мехах да в шелках, в алмазах и жемчугах. Заклято. Читается на ключ, либо на найденный ключ, если вы нашли когда-то ключ. Вы можете на этот ключ читать. Я еще много чему научу, просто нет времени, физически не хватает. Но либо на найденный ключ, либо вы покупаете ключ, не торгуясь, и оставляете замок дома где-нибудь, а ключ носите с собой. Начитайте на ключ, через день, там, насколько ваше финансовое состояние требует усиления, да, настолько часто и читайте. Чем чаще будете читать, тем больше будет открываться денежная дорога. Ключ носите с собой, в сумку положите. Где бы вы ни были, этот ключ должен быть с вами. Можно в мешочек какой-нибудь класть. Некоторые, например, покупают такой маленький ключик и носят на себе на цепочке. Ну, можно. А можно ли читать на ключ, который вы, например, покупаете, такой ключик, как украшение? Вы знаете, можно читать, но лучше всего настоящий ключ, которым открывают и закрывают замки, не символический. Но и в том случае тоже сработает. Однако на настоящий ключ он работает намного сильнее. Но если у вас есть там украшение с ключиком, попробуйте прочитать. У вас может тоже сработать настолько сильно, насколько на обычный ключ. В принципе, одно другому не мешает. На 2 ключа не стоит читать. Читается на 1 ключ. Или такой, или такой. Этим ключом вот так берете в левую ладонь, вот так держите и читаете каждый раз. Этим ключом дверь дубовую открою, в дом каменный зайду. Там ларцы деньгами полны, да серебром и златом богатый. В том доме мне рады. Я денег наберу, да злата наберу, да серебра наберу, и сундуки с добром с собой заберу. И с полной суммой из дома уйду. Да этим ключом дубовую дверь закрою. Тот дом богатый с добром и златом отныне мой. А ключ от дома всегда со мной. Когда хочу, тогда дверь открою, и что желаю, вновь возьму. Со мною боги, истинно. Вот на ключ читать. И как вы читаете, сразу же приходит откуда-то
денежные прибавления. Потому что я вам объясняла уже, да, откройте ключ, замок, язык, там полное объяснение составления ритуалов. Сюрреализм создается. Создается некий сюрреализм. Вы связываете с этим ключом приход денег. Вы же как бы в подсознательном, да, в этом в своем мире подсознания вы создали этот образ дома с полными ларцами, и вот вы на ключ читаете, открываете и забираете оттуда то, что вам надо. И то же самое начинает происходить и в жизни. Чем чаще вы читаете, чем сильнее вы это делаете, чем больше усиливаете такие работы, тем больше у вас слышится, тем быстрее у вас срабатывает. Этим ключом дверь дубовую открою, в дом каменный зайду. Там ларцы деньгами полны, да серебром и златом богаты. В том доме мне рады. Я денег наберу, я злата наберу, да серебра наберу, и сундуки с добром с собой заберу. И с полной суммой из дома уйду. Да этим ключом дубовую дверь закрою. Тот дом богатый с добром и златом отныне мой, а ключ от дома всегда со мной. Когда хочу, тогда дверь открою, и что желаю, вновь возьму. Со мною боги, истинно. Я, наверное, этот заговор отдельно сейчас, вот сейчас это поснимаю и отдельно еще сниму, потому что он немножко более такой классический и создан на основе более древнего знания с ключами связанными, имеется в виду. Дальше. Берете монету, желательно серебряную монету, начитываете и носите с собой, носите в кошельке. Вот так смотрите на монету, как будто он на вас смотрит, прям в лицо. Держите вот левой рукой монету и смотрите. И говорите: смотри на меня, да крепко меня запоминай. В мой дом свою родню, кумовьев да сватов призывай. Живите у меня, милуйтесь, целуйтесь, вам в моем доме жить, новые деньги плодить. Истинно так. 6 раз говорите и прячете монету в кошельке. Смотри на меня, да крепко меня запоминай. В мой дом свою родню, кумовьев да сватов призывай. Живите у меня, милуйтесь, целуйтесь, вам в моем доме жить, новые деньги плодить. Истинно так. Если нет серебряной или золотой монеты, ну что делать? Читайте на обычную монету, и эту монету не тратьте. Но еще один момент. Вот те заговоры, которые я вам давала на монеты, серебряные или золотые, нельзя на одну монету делать несколько заговоров. Нельзя. Каждая монета запоминает, вот, знаете, вы конкретно даете вот задание. То есть вы не можете на одной бумаге рисовать несколько картин, да? Вы рисуете одно, и он запоминает и оставляет этот образ. То же самое. Вот если вы хотите, чтобы срабатывало, вы должны дать конкретное, четкое задание каждой монете, каждому предмету, который для этого предназначен. Дальше. Если есть такой момент, что вам ну просто вот нужны деньги, вот они идут вроде медленно, или вам должны вернуть долг, или вам должны зарплату отдать, тянут, тогда нужно обращаться к властителю злата. Значит, в 00:00 ночи, это здесь луна не имеет значения, там, где имеет значение луна, я вам сказала, поэтому прошу по 100 раз одно и то же не писать здесь, а луна, лунное время. Значит, открывайте окно в полночь. Говорите и закрывайте окно. Говорите 10 раз. Властелин злата, ты живешь богато, у тебя казна, много злата, много серебра. Внемли моему завету, пришли мне волшебную монету, а за той монетой и много деньжат. Я их всех приму, троекратный тебе поклон. За денежный звон, истинно так. И 3 раза поклонитесь. Еще раз читаем. Властелин злата, ты живешь богато, у тебя казна, много злата, много серебра. Внемли моему завету, пришли мне волшебную монету, а за той монетой и много деньжат. Я их всем приму, троекратный тебе поклон за денежный звон. Истинно так. 3 раза кланяйтесь и закрывайте окно. Отвлекать меня тут коты бегают, поэтому смотрю на них. Если у вас постоянные долги, если вот вы только зарабатываете,
а тут же просят в долг. Еще вот не умеете вы отказывать. Мой вам совет, во-первых, если не умеете отказывать, ложь во благо. Делается таким образом. Говорите, вы знаете, вот 2 дня назад я отдала крупную сумму в долг, сейчас не могу. Все. Да, это может быть и ложь, ложь во спасении. По крайней мере, ваши нервы будут крепки. Или отдайте столько, сколько не жалко потерять, потому что в основном люди не любят возвращать деньги. К сожалению, это проверено. Мало честных людей. Или возвращать таким образом через силу, уже, знаете, становишься врагом. Я вот, например, не умею, я не прошу. Если у меня просят, я всегда говорю, я отдам столько, сколько мне не жалко терять, потому что я просить не умею, мне неудобно напоминать, говорить. Вот. Потеряется, это понятное дело. То есть или возвращается так вот частями, или таким образом, что уже эти деньги теряют свою актуальность, уже ты на них ничего не купишь. То есть вот достойно, честно сказали, вот в это время верну столько, сколько взял, редкий случай, правда? Если вы не умеете отказывать, или если у вас постоянно какие-то непредвиденные расходы, лучше вам провести вот такой ритуал. Нетрудный, но сильный. Берете какую-нибудь палочку и чертите против часовой стрелки круг на земле. Вот прямо вот так. Идете, то есть таким образом, чтобы вы по кругу ходили и чертили этот круг. Начертили этот круг и поплевываете посредине круга, 3-6 раз там, посредине круга. И говорите 6 раз. Круг замыкаю, нищету, маяту и долги внутри оставляю. Век вам там томиться, наружу не пробиться. А мне богатеть, да сладко есть, в меха наряжаться. Истинно так. Очень сильная вещь. Во все времена такой круг чертили. Я помню, что у меня одна из наших, бабушкиных подруг или тоже советовала одной женщине, еще была маленькая, ушки там включала, рядом сидела, что они там скажут, взрослые бабушки. И она говорила, вот так вот пройдись, круг черти, вот поплюнь, пусть там все плохое там остается, там, чтобы ты, у тебя все будет хорошо, а ты иди вот. И я вот с того времени запомнила этот круг. Знаете, когда плохо в жизни, когда нервы, нервотрепки. Я один раз такой круг начертила, когда я хотела, чтобы человек от меня отстал. Я вот начертила этот круг, поплюнула и сказала там имя, не знаю, Вася. Вот, чтобы ты там остался и наружу не пробился, а я буду жить без тебя. И пошла. Вы символически, знаете, вы закрываете вот таким образом, закрываете, замыкаете то, что вам не нужно. То есть вы создаете некую такую визуальную тюрьму для чего-то такого, что вам не нужно, что вам мешает жить. Еще раз говорю. Значит, вот берете вот какую-нибудь палку, да, и... подождите. Да, все правильно. Вот против часовой стрелки. Значит, вот так начертили, остановились на том месте, где начали чертить. Плюнули внутрь этого круга и 6 раз произнесли и ушли, не глядя. Чертите этот круг не у себя в огороде, не рядом со своим домом. Где-нибудь в таком месте, где потом вы долго не будете проходить. Может быть, там где-то проходите или там гуляете с собаками. Вот собаку там подальше привяжите ненадолго. Где-нибудь в лесочке или в парке. Вот этот круг начертите, наговорите. И потом возьмите собаку и идите по своим делам. Но уже не проходите мимо этого круга. Это очень простой ритуал, но он очень действенный, очень сильный. Еще раз. Круг замыкаю, нищету, маяту и долги внутри оставляю. Век вам там томиться, наружу не пробиться, а мне богатеть да сладко есть, в меха наряжаться, истинно так. Круг замыкаю, нищету, маяту и долги внутри оставляю, век вам там томиться, наружу не пробиться, а мне богатеть да сладко есть, в меха наряжаться, истинно так.
Когда вы это сделаете, вы заметите, как у вас непредвиденных расходов станет меньше, меньше, меньше. Меньше будут долги там просить у вас в долг. Меньше вам придется долги брать. Быстрее долги отдадите. Вы можете несколько раз повторять. Вот как только вы увидите результат от вашей работы, то есть проделанного, да, вы можете постоянно делать. Ничего не нужно. Здесь ничего не откупается, ничего не произносится. Вы откуп отдали, все свои плохие, то есть отрицательные вот эти вот моменты в жизни, они остались как откуп этим духом, которые с радостью жирают. И они от этого символического круга выйти не могут. Вспомните Ви, он же не просто круг чертил. Это издревле известный, скажем так, известный метод чертить круг или вокруг своей оси, или то же самое, например, защиту, которую я вам даю и говорю, на 4 стороны света. Как думаете, из-за чего? Вы чертите круг. Вы когда поворачиваетесь на каждую сторону света, вы символически чертите круг, закрываете себя от всех бедствий. И вот в этом кругу энергетическом вы находитесь, а здесь вы в кругу не должны быть. То есть чертите так, чтобы вы там не были внутри. Вот вокруг чертите круг, но вы там не находитесь. И в этом кругу только плохое, которое там осталось. От вас выходит. Ведь когда зевает человек, да, во время заговора, это фильтруется, через него выходит вот эта отрицательная энергия и так далее. Удачи вам, всех благ. Я этот цикл продолжу. И не только денежные, естественно, тайны ведунов и многое другое. Я уже не раз и не два, и советы ведунов я вам снимала, и все прочее. Но я считаю, что мудрости много не бывает. А это мудрость жизни, это знание Вселенной, которое помогает людям жить. Правильно жить. А правильно жить, следовательно, жить счастливо и хорошо. Всем удачи и всех благ.